Теплый летний вечер. Наш путь пролегает сквозь живописные лесные картины. В такой момент ты чувствуешь себя участником чего-то невероятно важного и увлекательного. Мы следуем к пещере, которая расположена в густом лесу. Подъемы и спуски. Они сменяют друг друга, увлекая нас все дальше и дальше. Еще немного усилий, и мы добрались до входа. Несмотря на свое название, пещера Дружба выглядит совершенно недружелюбно. Широкий вход ведет вниз, по мокрым камням и глине. После жаркого дня в пещере кажется очень холодно. С каждым шагом темнота окружает тебя и сгущается. Здесь свет струится из единственного входа, который становится все дальше. Здесь царит абсолютная тишина, а с высокого свода капают холодные капли. В конце грота вдаль уходит достаточно широкий лаз. В нем абсолютная темнота, он ведет во второй большой грот. Ощущение холода и чувство, как будто кто-то следит за тобой из глубины пещеры. А дальше в пещере кроется тайна. Дальше идти небезопасно. Конечно, спелеологи уже давно составили карту этой пещеры, но говорят, что она изучена еще не полностью. Протяженность ходов пещеры составляет около 500 метров. Замерзшие пальцы и лучи солнца, проникающие в пещеру, ведут нас к выходу. Свет резко бьет в глаза, и появляется ощущение тепла. Такой контраст очень удивляет. Внутри пещеры холод и мрак, а здесь жара, солнце и пение птиц. Тем не менее, впечатления остались достаточно приятные. Еще немного пройдя по лесу, мы оказались на краю глубокого ущелья. Это карстовая воронка глубиной 35 метров. Большой провал среди леса появился в результате обрушения свода одной из подземных пещер. В провал увлекаются камни и стволы деревьев, растущие по краям. Когда я был в парке 10 лет назад, вниз провала вела лестница до самого дна. Сейчас из-за падения деревьев лестницу убрали, и доступ ограничили в целях безопасности. Солнце медленно катилось к закату, а мы возвращались обратно в наш лагерь. Удивительно, но вечером людей в парке не осталось. Было очень тихо, и на обратном пути мы не встретили ни одного туриста. Днем было принято хорошее решение. Вечер это подтвердил. Наш лагерь оказался в одном из самых живописных мест, где течение реки
наиболее стремительное. Звуки бегущей воды — это музыка, которая никогда не надоест. Это песня природы, которая невероятно умиротворяет. В течение дня мои мысли все время соскальзывали к вечерним часам. Планов много. Сегодня я исполню свое желание. Это приготовление роллов на природе, на берегу реки, в свете закатных лучей. Роллы в походе, а почему бы и нет? Иногда нужно немного баловать себя. Когда кругом все пропитано звуками природы и запахами летнего вечера. Солнце садится, и остается только неспешный ужин и небольшой костер. Чего еще желать? Блюда из страны восходящего солнца любят многие. Кто-то идет сегодня в ресторан, кто-то заказал свое блюдо и ждет его дома. А я готовлю роллы сам, как обычно, без спешки. Все, что есть сейчас, это время, и я растягиваю его как можно больше. А что может быть лучше, чем слегка устав и проголодавшись, неспешно готовить и есть на берегу реки, впитывая каждую секунду. Но роллы — это главное свидетельство того, что аппетит приходит во время еды. Кажется, их много, но они куда-то быстро исчезают. Под звуки костра и бегущей воды мы не замечаем, как прошло время. Тарелка пуста, и с нами остается лишь тепло догорающего огня и наступающее все быстрее и быстрее чувство сонливости. Раннее утро, на удивление, оказалось пасмурным и прохладным. Вставать, конечно же, не хотелось. Но у нас был бонус. Это лучший вид из открытой палатки. А запас отличного кофе говорил, что день будет прекрасным.
Далеко ходить не надо. Воду я беру прямо из реки. Река очень чистая, а газовая горелка позволяет хорошо ее прокипятить. В походах этим летом для приготовления кофе мы пользовались специальными дрип-пакетами. Это отличный способ приготовить молотый кофе проливом кипятка. Дрип-пакеты позволяют готовить кофе высокого качества в любых условиях. Хороший кофе – это то, что нужно пасмурным утром на природе. На небе появляются просветы и выглядывает солнце. Настроение на высоте. В утренние часы это место оказалось еще интереснее. Как живая картина или заставка на экране компьютера. Прекрасный момент. Я сижу на берегу реки и всматриваюсь в ее течение. В такие моменты я полностью осознаю, что каждое мгновение, оно неизбежно, и каждое мгновение неповторимо. Мы пришли сюда, чтобы испытать жизнь, а не избегать ее. И каждое мгновение – это и есть наше настоящее. И его нужно прожить как можно глубже. Порыв утреннего ветра возвращает мои мысли на свое место. Каким бы прекрасным ни был этот миг, пришло время собирать палатку и упаковывать вещи. Сегодня мы отправимся дальше и увидим еще больше удивительных мест. Лесная тропа таит в себе много интересного. И это стоит того, чтобы закинуть походный рюкзак на свои плечи и отправиться в путь. Поставьте лайк под видео, чтобы его могли увидеть и другие. Подписывайтесь на мой канал, и скоро мы продолжим наше путешествие.